Таиланд – страна, где сочетается множество культур и традиций. В календаре тайцев можно найти немало праздников, пришедших из разных стран. Особое место выделено Новому году. Здесь его отмечают целых 3 раза – в декабре, феврале и апреле. Почему? Расскажем вам в этом выпуске. Международный Новый год в ночь на 1 января в Таиланде стали отмечать только с 1940 года. С тех пор этот праздник набрал большую популярность и перенял многие традиции. Празднования Нового года начинаются по обычаю накануне, как и во многих странах мира. Везде проходят новогодние ярмарки, выставки и фестивали. В этот день принято ходить друг к другу в гости с подарками и угощениями. Но есть одно важное отличие. Новогоднюю украшенную ель вы здесь встретите нечасто. Новый год в Таиланде – это, конечно, немного странно и необычно, потому что тут вообще понимание зима-лето искажается, и ты порой даже, когда тебе кто-то говорит, там, летом я буду делать то-то, и ты такой думаешь, так, летом это вообще когда? Это через месяц или через год, или через полгода. И то же самое с Новым годом, то есть он как бы вроде бы есть, но за счет жары и постоянного тепла и солнца ты его не так чувствуешь. Сначала интересно, ты, как все тайцы, празднуешь его, конечно, на пляже. Здесь постоянно на пляжах салюты, потому что чаще в туристических местах отелей возле пляжа они как бы запускают салюты. Потом, спустя, ну вот как лично у меня, там уже 3 года, становится скучно, корни берут свое, и хочется что-то такого больше грандиозного. И тогда многие, кто также считает, уезжают в Бангкок. И отмечают Новый год в Бангкоке, потому что там больше, наверное, более украшенный город, и больше движухи, красивые салюты и высотки. Отличительной особенностью в Таиланде именно в праздновании Нового года является то, что у нас принято садиться за стол в 11 вечера. И мы как бы начинаем праздновать, провожаем Старый год, встречаем Новый и празднуем там кто как может до утра, а то и все 1 января. Здесь, наоборот, тайцы больше празднуют с вечера Новый год. То есть они садятся за стол в 6-7, ну там максимум 8 вечера, ужинают, выпивают, встречают 12 и, собственно, уже идут спать. Но и также здесь нет длинных выходных, как у нас. То есть выходные 31, 1, 2 и 3 числа уже все на работу. Всем привет! Если мы говорим о международном праздновании Нового года в Таиланде, то, к сожалению, у нас нет Санта-Клауса. Когда я была маленькой, мы всегда ходили в храмы с моей семьей. Так мы отмечали первые дни Нового года. Мы ходили в храмы, молились, и после этого мы просто вместе обедали, наслаждались совместным времяпрепровождением. К счастью, мы живем напротив пляжа, и у нас есть возможность каждый Новый год ходить на пляж вместе с семьей. В эти дни я также всегда встречаюсь и праздную Новый год с моими друзьями. Ночью мы выпиваем, ужинаем все вместе и просто отлично проводим время друг с другом. Все тайцы, включая меня, любят Новый год. Just hang out with friends here in Phuket. Because we have like a COVID situation all over Thailand, and better to stay in the hometown, yes, like a working place or something like that, yeah. Этот Новый год я отпраздновал необычно, я его встретил прямо на пляже, по колено стоя в воде и наблюдая за красивенными салютами из Пхукеттауна. ก็ปกติปีใหม่ใช่ไหมครับก็จะมีกินเลี้ยงส่งที่บ้านแล้วก็มีฉลองเข้าดาวครับแล้วก็ตื่นหลังจากคืนปีใหม่ตื่นมาตอนเช้าก็จะมีไปทำบุญครับ А вот католическое Рождество здесь не считается официальным праздником. В Таиланде 25 декабря – это обычный рабочий день. Однако в туристических районах все же царит праздничная атмосфера. Улицы и здания украшены огнями, повсюду слышны мотивы рождественских песен. Православное же Рождество здесь отмечается в узких кругах, а местное население уже понемногу начинает готовиться к своему следующему празднованию Нового года. На этот раз – китайского. Культуры Таиланда и Китая сильно переплетены. Более того, сейчас среди всего населения королевства около 14% являются этническими китайцами.
В особенности на Пхукете большинство местного населения имеет китайские корни, так как в прошлом их предки приехали сюда в качестве рабочих. Поэтому китайский Новый год здесь является одним из крупнейших национальных событий. Дата вычисляется по лунному календарю, поэтому каждый год праздник отмечается в разные дни в период с 21 января по 21 февраля, обязательно в новолуние. Традиционные атрибуты китайского Нового года в Таиланде – львы, священный дракон, красные бумажные фонари и обязательно салюты. После новогодней ночи следуют 3 праздничных дня – Чуи, Чуэр, Чусань. В это время принято ходить в гости и дарить подарки. Этот праздник не является для местных жителей выходным, однако у тайцев китайского происхождения выходные могут длиться до 10 дней. Китайский Новый год, по сути, это новогодний фестиваль в соответствии с китайским календарем. Как мы знаем, это стандартный календарь, который мы используем сейчас. Но в давние времена, я бы лучше сказал в давние и во времена Средневековья, китайцы и другие народы возле Китая, японцы, корейцы, вьетнамцы, изначально не использовали григорианский календарь, они использовали китайский календарь. На самом деле, в соответствии с китайским календарем, дата празднования китайского Нового года каждый раз одна и та же. Она варьируется только из-за того, что мы используем григорианский календарь. Эти два календаря не совпадают. Помимо них, в Китае еще есть лунный и солнечный календари. Китайцы используют оба. Дата китайского Нового года обычно определялась согласно китайскому лунному календарю, но из-за смещения календарей в один, сейчас это называется традиционный китайский календарь. У него много разных названий на китайском. Его могут называть стандартным «only», западным «сили» или солнечным «рили». Но все они подразумевают традиционный китайский календарь. Культура в Китае очень разнообразна, люди из разных регионов живут по-разному, и Новый год они встречают по-разному. Так же, как я сказал ранее, не только китайцы празднуют в этот день, вьетнамцы и корейцы тоже, японцы тоже праздновали раньше, и все они празднуют по-своему. Единственное, что делают все, вне зависимости от региона, используют двустишие. По-китайски это называется «дэйлиэн». Это что-то вроде стихотворения. Китайцы очень гордятся каллиграфией. Люди, которые могут красиво писать и сочинять стихи, пользовались большим уважением у окружающих. Китайский Новый год — это время отличиться, показать свои навыки в каллиграфии и сочинении стихов. Те, кто могут делать это хорошо, пишут двустишие. Это стихотворение, состоящее из 2 частей и написанное на 2 листах красной бумаги или на красной ткани. Обычно используются желтые чернила, иногда белые. Их вешают на переднюю дверь, чтобы все прохожие могли увидеть. Также мы украшаем в доме или на улице мандариновые деревья. Мы вешаем на них эти красные конверты. Это опять же похоже на Рождество, только вы вешаете подарки на елку или кладете их в носки, а мы вешаем конверты на мандариновые деревья. Также, чтобы отпраздновать, нам необходимы мандарины. Мандарин по-китайски «дзюидзи». Это слово созвучно со словом «ци», что означает «процветание». Я думаю, что то, как китайцы в Таиланде отмечают Новый год, не сильно отличается от того, как это делают в Китае. В канун Нового года, время с утра до обеда, мы посвящаем нашим ушедшим предкам. Мы готовим еду для приношения и молимся нашим предкам, чтобы они приняли ее и наслаждались. Также мы поджигаем ароматические палочки и ставим их перед портретами предков вместе с едой. Как только палочка погаснет, это будет значить, что предки уже поели. В полночь, когда наступает Новый год, мы поджигаем хлопушки. Считается, что звук хлопушек отпугивает монстра, которого зовут Нянь, так же, как и год по-китайски. Мы верим, что в это время года этот монстр приходит и ест людей. Поэтому отпугиваем его и других злых духов. В Новый год, в первый день года, мы обычно навещаем наших родственников и друзей и дарим всем красные конверты. Вот как-то так мы и празднуем. После китайского Нового года Таиланд набирается сил до 13 апреля, чтобы с размахом отметить Сонгкран. Тайский Новый год, или как его называют здесь Сонгкран, праздник, который очень любят местные. Он полон традиций и ритуалов, поэтому
В это время улицы заполнены людьми. Все ходят в гости, совершают паломничество в храмы, организуются фестивали, конкурсы и ярмарки. Интересная особенность Таиланда – летоисчисление здесь, согласно буддийскому календарю, начинается с года, когда Будда ушел в нирвану, что произошло на 543 года раньше рождения Иисуса Христа. Таким образом, сейчас здесь 2564 год. Примечательно то, что это не просто дань культуре и истории. Во всех официальных источниках и газетах вы можете увидеть документы, датируемые 2564 годом. А если вы приедете в супермаркет, не рассчитывайте, что срок годности продуктов исчисляется сотнями лет. Просто дата указана в соответствии с буддийским календарем. Сам Сонгкран отмечается с 13 по 15 апреля. Но правительство королевства выделяет на празднование целых 10 выходных дней. Привет! Сегодня мы поговорим о фестивале Сонгкран. Этот фестиваль очень важен для всех тайцев, потому что это длинные выходные и время, когда можно встретиться с семьей. Этот праздник тайское правительство объявило семейным. В этот день все члены семьи, даже если кто-то работает в другой провинции, возвращаются в родной город, чтобы отпраздновать и провести время с семьей. Фестиваль Сонгкран в Таиланде можно сравнить с Рождеством или китайским Новым годом. Мы его называем тайским Новым годом. Как мы отмечаем? Мы идем в храм, подготавливаем специальную воду, в которую добавляем тайские ароматы и кладем цветы, и молимся с папой, мамой или с другим членом нашей семьи, чтобы привлечь удачу в Новом году. Сонгкран на севере не сильно отличается от Сонгкрана на юге Таиланда. В эти дни в Таиланде очень жарко, поэтому мы обливаемся, чтобы охладиться и смыть неудачи и все плохое, что было в прошлом году. После такого очищения в новом году вас будет ждать удача. Как-то так. Мне больше всего нравится праздник Сонгкран, потому что это очень добрый, светлый праздник. В этот день все ведут себя, наверное, как дети, обливаются, он полон позитивной энергии и детской непосредственности. В целом Сонгкран – это очень важный праздник и древнейший. Это буддийский праздник, и обливание символизирует очищение от негативной энергии, от всего грязного и переход из сухого сезона в дождливый, уже обновленный. Поэтому в старые времена обливание было очень, так скажем, вежливым, и оно было только на спину. То есть перед тем, как облить, тайцы спрашивали друг друга и делали это очень, так скажем, мягко и вежливо. Но с течением времени это все трансформировалось в такое безудержное веселье. Также принято обмазываться белым тальком. Это все пошло от обмазывания белой глины, потому что раньше белая глина использовалась в гигиенических целях. Далее начал использоваться таль в гигиенических целях, поэтому обмазывание тальком это также символизирует очищение от всего негативного. Если вы планируете свое путешествие в Таиланд, то я рекомендую вам приехать именно во время проведения этого мероприятия, потому что весь Пхукет превращается в водную битву среди людей абсолютно любых возрастов и в непосредственную радость, веселье. И я вам гарантирую, что сухим вы точно не останетесь в этот день. Все 3 новых года прошли в традициях страны с гуляниями, застольями и фейерверками. Жители и гости Таиланда насладились праздниками, а впереди низкий сезон. Земли восстанавливаются от засухи. Туристический поток сокращается, и это отличная возможность насладиться красотой королевства улыбок в спокойной атмосфере. Если вы уже на острове или планируете поездку на Пхукет, а также задумываетесь о покупке недвижимости, приглашаем вас в наш офис продаж. Мы с радостью расскажем вам о Лайян Грин Парк и ответим на все вопросы. Оставьте свои контактные данные в форме обратной связи, и наши менеджеры свяжутся с вами в удобное для вас время.